Здравствуйте, мои дорогие львы! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на своем канале «Таро и любовь». Предлагаю вам посмотреть ваш гороскоп на 2022 год. Расклад называется «12 домов». Каждый дом в жизни человека отвечает за какую-то сферу жизни. Вот мы и посмотрим, какие судьбоносные события вас ожидают в следующем году. Здесь применяются смешанные техники – астрологии и Таро. И первая карта – это первый дом, который отвечает за место под солнцем самого человека, успехи и поражения, новые возможности. Вторая карта – это второй дом. Он показывает ваше материальное положение и все движимое имущество. Третий дом – это общение, новости, организационные дела, неприятные вести, а также взаимодействие с братьями и сестрами. Четвертый дом – это сам дом, родня, недвижимость, карма. Пятый дом – это любовные и сексуальные отношения, дети, творчество, отдых, а также подарки. Шестой дом – это работа, здоровье, обязанности. Седьмой дом – это дом партнерства, брака и конкуренции. Восьмой дом – это дом критических ситуаций, опасности, чужих денег, секса и выгоды. Девятый дом – дом обучения и путешествий. Десятый дом – карьера, контакты с законом и властью. Одиннадцатый дом – это друзья, исполнение желаемого, загаданного, дом надежд. И двенадцатый дом – это проблемы со здоровьем на уровне больницы или стационарного лечения, иммиграция, аресты, тайные враги. Программа вытащила карты, и я поставила номера домов. Для начала давайте посмотрим общую картину всего расклада. У вас выпало 5 карт старшего аркана. Это первый дом, четвертый дом, пятый дом, девятый дом и 11 дом. Многовато у вас будет событий в следующем году. Это значит, что в следующем году ситуации по этим домам будут значимыми для вас. У вас в раскладе много кубков. Эта мазь отвечает за сферу эмоций и романтики. Кубки указывают на то, что у вас будет много желаний плыть по течению, быть чувственным и отзывчивым. Действовать будете вопреки логике, больше полагаясь на свою интуицию, на свои эмоции. У вас будет желание любить и быть любимым. Это ваша повышенная сексуальность. Совсем не выпала масти мечей. Это может говорить о вашей уязвимости, неуверенности в принятии решений. Тем не менее, присутствует масть пентаклей. Эта масть указывает, что вы будете ощущать почву под ногами, будете стремиться к достатку. Вам захочется стабильности и независимости. По масти посохов можно говорить про вашу излишнюю горячность, манипулирование другими и страстность натуры. Теперь давайте перейдем и разберем каждый дом в отдельности и что он принесет вам в следующем году. Первый дом отвечает за ваше принятие решений, как вы будете действовать, ваша физическая форма и как вас воспринимают окружающие. Здесь выпала карта старшего аркана колесница. По ней можно сказать, что вы медленно запрягаете, но потом быстро поедете. Только от ваших личных действий зависит, как сложатся события, как вы управляете своей повозкой. Вот видите два сфинкса? Повозка может поехать только в том случае, если сфинксы будут бежать в одном направлении. Это говорит о том, что вам не следует распыляться, а поставить одну цель и затем
по достижении ее ставить следующую. Итак, главное, вам нужно четко понимать, чего вы хотите и куда следует направить повозку. При четком осознании ваши события будут быстро материализовываться. Это карта, которая указывает быстрые события и короткие сроки реализации. Но помните, вожжи должны быть у вас в руках. Вам понадобится воля и желание достигнуть. Вам необходимо соблюдать баланс в своих действиях, не забывая оглядываться на свой прошлый опыт. Вас ждут испытания, из которых вы должны извлечь жизненные уроки. Будьте мужественным и энергичным во время столкновения с противоречиями. Эта карта указывает, что вы должны вырваться из круга прежних интересов и идти новым путем. Карта старшего аркана указывает на то, что в этом доме у вас в следующем году произойдет какое-то значимое событие. Второй дом– это дом ваших личных денег и всего движимого имущества. Здесь мы видим короля посохов. Стабильность базируется на мощной ресурсной основе, как материальной, так и морально-психологической. Ваше финансовое состояние будет нормальным, стабильным. Но оно определяется не конкретной суммой, а редкой способностью находить выход из затруднительных ситуаций. У вас может денег в кармане и не быть, но вы сумеете очень четко сформулировать задачу, и Вселенная охотнее будет отзываться на ваши запросы. Финансовая составляющая. Вам доступны и свои, и заемные средства. Вы ими будете распоряжаться правильно, рационально. Родственники могут давать вам деньги. Эта карта хороша для тех, кто ведет или хочет открыть свой бизнес, кто хочет роста карьеры. Вся инициатива должна исходить от вас. У вас организационные способности, настойчивость, стратегическое мышление и есть сила воли. Также эта карта означает хорошее здоровье и количество денег от собственных усилий. Теперь давайте разберем, откуда могут у вас быть поступления денег. Первое. От своего дела, где вы что-то производите сами лично. Второе. От любых операций с недвижимостью. Здесь также риэлторство, продажа товаров для дома и семьи, дизайн интерьера, товары для дачи, все виды деятельности, связанные с едой, снабжением и природными ресурсами. Также здесь идут услуги психолога и эзотерика. Третье. Все виды деятельности, связанные с детьми, преподавание, ваше творчество и хобби тоже могут приносить деньги. Бизнес на подарках, купля-продажа любого товара, организация праздников и отпусков. Четвертое. Это турагентство, деятельность, связанная с юридическими вопросами и за границей. Хорошо кто-то поднимется на банкротствах и аукционах. Пятое. Это благотворительные фонды, инновационные разработки, проекты будущего. Что-то большое, где задействовано много людей. Это IT, хай-тек, научные разработки, все, что связано с политикой и фрилансом. Теперь мы посмотрим третий дом. Он отвечает за транспорт и связь, короткие поездки и образование. Здесь выпала пятерка посохов. Она означает мелкую кражу, крупные расходы на транспортные средства. Будьте внимательны, есть знак аварии без вреда здоровью, но машину придется чинить. Это может быть кража или потеря телефона, какие-то непонятки с братьями и сестрами. Ваши короткие поездки не принесут радости, скорее незапланированные траты или разочарования. Но больше по этой карте я склоняюсь к крупной поломке машины. Какие-то могут быть неприятные известия. Четвертый дом– это дом недвижимости семьи. Выпал старший аркан Шут. Ситуация по этому дому будет знаковая. Получение недвижимости в подарок. Удачная покупка или продажа квартиры, или земельного участка или дачи. Удачно сдадите или снимите жилье. Сделка будет проходить легко и без трудностей. Хорошие отношения с родственниками, особенно с матерью. Получение в наследство или дарственное на недвижимость. У кого-то это будет рождение ребенка. Также это означает карта начала строительства дома или начала ремонта квартиры. Пятый дом. Дом детей, праздника, удовольствий и подарков. Здесь выпала карта опять старшего аркана Император. Это просто шикарная карта. У кого есть дети, вы ими будете гордиться. Они вас удивят в лучшую сторону. Это получение значимых подарков. У кого-то начало влюбленности, новые романтические отношения, любовные отношения. Карта хороша для тех, кто собрался открывать свое дело. Вас ждет успех. Много маленьких радостей в следующем году.
смена имиджа, удачные сделки. У кого-то эта карта указывает беременность. Тут сомнений нет, потому что четвертый дом – это семья, это ребенок, и здесь же опять же зачатие, император. Беременность – это однозначно. Шестой дом – дом работы и служения. На работе все как обычно. Вас все будет устраивать, без каких-то эмоциональных потрясений. Рутина. С коллегами ровные дружеские отношения. По здоровью проблем не должно быть. Карта стабильная. Седьмой дом. Дом брака и партнерства. Здесь выпал король кубков. Ваш партнер будет о вас заботиться как родитель, опекать и покровительствовать. Будет вам дарить тепло и доброжелательность, хотя он тоже будет вести себя иногда как капризный ребенок. Эмоций в вашем партнерстве слишком много. Эта карта также означает удачный брак. Король кубков – это человек, который ждет похвалы, ждет повышенного внимания к своей персоне и любит, чтобы его хвалили. Обратите внимание на своего партнера. Хвалите. Для бизнеса такой партнер немножко тяжеловат, так как из любого действия он может превратить в шоу. Король кубков генерирует позитивные эмоции и получает дивиденды от этого процесса. Из них получаются отличные продавцы. В момент продажи они искренне верят, что их товар действительно самый лучший и не имеет конкурентов. Но в погоне за мишурой и внешним блеском король кубков может утратить связь с реальностью и забыть о действительно важном, например, о модернизации станков. Восьмой дом. Дом чужих денег и кризисов. Рыцарь Пентакли. Вы сможете распорядиться чужими деньгами. Это кредиты, ипотека и займы. Найдете деньги на погашение. Вы знаете, как распланировать так, чтобы на все хватило. Или кто вас может подстраховать. Эта карта также означает получение наследства, дивидендов, страховые выплаты. Ваш бизнес не громадную, но все же приличную прибыль может давать. Можно неплохо заработать на нефти и энергетике. Эта карта также означает зачатие ребенка. Возможен крупный выигрыш. Хороший секс. Ни аварий, ни тяжелой болезни карта не показывает. Кризиса тоже нет. Девятый дом. Дом путешествий и учебы. Правосудие и закон. Все планы будут нарушены. Кризис, крах надежд. Выпала карта старшего аркана башня. Это какой-то обман, стихийное бедствие, разочарование. События, предсказываемые этой картой, обычно случаются внезапно и непредвиденно. Лучше воздержаться от дальних поездок. Десятый дом. Дом карьеры. Отношения с начальником очень дружеские, стабильные. Десятка кубков указывает, что рядом с вами настоящие и правильные люди. Вы будете уверены в себе и в своем будущем. Постарайтесь преодолеть свою робость и внутренние барьеры. Вам ничего не угрожает. Можете смело довериться тем людям, которые вас окружают. Вы способны быть самим собой, полагаться на свою интуицию, справляться с жизненными уроками, сталкиваться с проблемами и быстро разрешать их. Деловые связи и отношения будут способствовать профессиональному росту. Очень хорошая карта. Вопросы с исполнительной властью будут решаться в позитивном ключе. Хорошая репутация. Одиннадцатый дом. Дом друзей, надежд и желаний. Выпала карта старшего аркана «Колесо фортуны». Если противоположный ему дом, пятый, связан с заботой о сиюминутных наслаждениях, то одиннадцатый дом покровительствует долгосрочным мечтам и целям, а также интеллектуальным удовольствием. Этот дом управляет вашим взаимодействием с коллективами и организациями, связанными с работой, профессией и семьей. Этот дом часто указывает на друзей и знакомых наилучшим образом, соответствующих вашим интересам и целям. Одиннадцатый дом отражает вашу способность получать удовольствие от общения. Надежды и мечты и желания также попадают под влияние одиннадцатого дома. Это то место, где вы мечтаете о больших целях, которые вы ставите перед собой. Странная связь заключается в том, что чем приятнее окружение, тем больше успеха вы добьетесь в том, о чем мечтаете. Действительно, позитивные вибрации, которые мы получаем от нашей социальной жизни, могут оказать большое влияние на нашу силу и выносливость в борьбе за достижение наших целей. У вас выпала карта старшего аркана «Колесо фортуны». Это значит, как колесо вертится, так и у вас будут взлеты и падения. Но только судьба в следующем году дополнительно добавила вам чуть больше везения, чем остальным. Какая-то фортуна
в следующем году вас ждет. Символически 12-й дом гороскопа – это коллективное бессознательное. Человек, у которого 12-й дом в рыбах, а рыцарь кубков – это и есть, присущи большие интеллектуальные способности. Также хорошо развита интуиция, помогающая предугадывать будущие события. Главный негативный аспект, присущий характеру, заключается в тяжелом переживании одиночества. Человек начинает метаться в поисках общения. Можете иметь тайных врагов. Они обычно скрываются в ближайшем окружении, притворяясь лучшими друзьями. У кого-то это успехи в музыке и живописи. По сути, вам поддается практически любое творческое направление, где позволено максимально свободно и без давления выразить свои идеи и мысли. Поэтому в выборе профессиональной деятельности рекомендуется делать упор на творчество. Вы можете жертвовать своими интересами в пользу других людей. Дружеские отношения, общение воспринимаются вами как ключевая ценность. А по натуре вы оптимист. Вы с уверенностью смотрите в будущее, надеясь только на благоприятные исходы. И в вашей жизни часто так и случается. И карта означает, опять же, вторично, хорошее здоровье. Если рассматривать карту как совет по методам лечения, то она делает акцент на психологических аспектах. Вывод из депрессии, преодоление негативных состояний, дружеское участие и позитивное мышление. Вот мы прошлись по всем домам. Давайте сделаем общий итог. Какие перспективы нам видятся в следующем году? С деньгами вы найдете выход. Если в нужный момент их у вас не будет, то вы всегда знаете, где и у кого их занять. Но вообще вы умеете распоряжаться деньгами. Кто планировал покупку недвижимости, тот купит. Кто захочет продать, сможет это сделать. В деньгах вы не потеряете. Какие-то значимые подарки, открытие нового бизнеса, новые знакомства и романтические встречи, получение наследства, доходы от вашего творчества. На работе дружеские отношения и потрясения вам не грозят. В семейном союзе у вас удачный брак и теплые отношения. Партнеры по бизнесу будут вам помогать. Вы будете в дружеских отношениях. Удачное время брать кредиты и ипотеку. Повышение по социальной лестнице. Работа в команде принесет вам дивиденды. Друзья и общение по интересам принесут много радости, хорошее здоровье и успешное лечение. И все это будет возможно, потому что вы захотите взять свою жизнь в свои руки. Не течь по течению, а сами начнете ей управлять. Нужно только правильно расставить приоритеты и цели. И ваша колесница не только поедет, она полетит. На этом я буду заканчивать. Желаю вам в следующем году больше позитивных событий. Пусть ваши родные и близкие радуют вас, а вы их. Мира и гармонии в вашем доме. Всем здоровья, дорогие мои львы. С наступающим вас Новым годом. Пусть он принесет вам хорошее настроение и немного волшебства для тех желаний, которые очень важны для вас. Всех обнимаю. Хорошо вам провести праздники. И до встречи в следующем году.